Сейчас он выполняет задание вместе с красивой молодой женщиной, которая, кажется, работает на него. Они стоят на обрыве, откуда видно дорогу, где, похоже, какие-то члены мафии ведут свои дела. Он прицеливается из своей мощной винтовки и начинает стрелять в них одного за другим без всякой жалости. Девушка помогает ему, указывая на местоположение членов мафии, пока он методично расстреливает их одного за другим, не пропустив ни одного, заставляя всю мафию паниковать и прятаться за машинами. Девушка сообщает ему об их местоположении, и он, определив, где находится враг, стреляет сквозь машину, чтобы убить его. Затем он резко встает и говорит ей, что их миссия окончена. Она выглядит очень растерянной и говорит, что есть еще живые члены мафии, которые убегут, если их не остановить. Но Лу просто смотрит на нее и повторяет, что их миссия окончена, и они уходят. Девушка все еще сопротивляется и требует ответа, и Лу говорит ей, что они не герои и не имеют права отнимать больше жизней, чем им приказали. Организация приказала ему убить 6 членов мафии, и он их убил, теперь они уходят. Она спрашивает Лу, может ли он придумать причину, по которой организация могла бы так поступить. И он отвечает, что их организация – это секретная служба, которая стремится контролировать всю страну, и у них могут быть связи с мафией. И они просто хотели сменить лидера, поэтому и убили его. Это стало шоком для новобранца, ведь она думала, что будет работать на благое дело. Он кладет пистолет на заднее сиденье и уже собирается сесть в машину, когда замечает приближающийся беспилотник. Он сразу же кричит ей, чтобы она садилась в машину, и сам прыгает на водительское сиденье, чтобы как можно быстрее уехать. Девушка не понимает, что происходит, но Лу не объясняет ей и говорит, что она должна взять пистолет и прицепить провод к спусковому крючку, прежде чем положить его на заднее сиденье. Они выезжают на дорогу, и вдруг за ними начинают следовать военные машины, поэтому они быстро выпрыгивают из машины, оставаясь незамеченными. Из-за неровной дороги спусковой крючок нажимается, и из заднего сиденья начинают вылетать пули, заставляя военных стрелять по фургону, полностью его уничтожая. Они думают, что двое убийц были в фургоне, но на самом деле они с девушкой просто прятались за камнем, и когда они поняли, что их не заметили, девушка сказала, что им нужно двигаться дальше. Но он отказался, сказав, что они поедут утром. Она называет его придурком за то, что он хочет двигаться при дневном свете, но любовь подсказывает ей, что у дрона есть инфракрасная камера, и их тела будут хорошо видны на земле. Потому что утром земля будет такого же цвета, как их тело. Он замечает, что она ранена, и быстро обрабатывает ее раны, прежде чем сказать ей, чтобы она отдохнула, потому что завтра они отправятся в путь рано утром. Они оба ложатся на землю, и вдруг, как надоедливая экстравертка, она начинает задавать ему личные вопросы, например, какого он роста и имеет ли значение размер. Но он затыкает ей рот, говоря, что его воспитала организация, и это будет его последняя работа. Потому что он уходит на пенсию и просит ее заткнуться, чтобы он мог спокойно отдохнуть. Он говорит ей, что уходит на пенсию и начинает новую работу в Японии, где будет преподавать новичкам-убийцам, таким как она. Это злит девушку, которая говорит ему, что она не новичок и что она лучшая в своем классе. Он отвечает, что если это так, то ее класс отстой, и он был лучшим убийцей даже когда был девственником. Она злится на него, но в мгновение ока Лу направляет пистолет ей в голову и говорит, чтобы она заткнулась. Он спрашивает, чей это пистолет, и она медленно отвечает, что это ее пистолет. Затем он насмехается над ней, спрашивая, насколько она хороша как убийца, раз позволила ему забрать у себя пистолет и теперь находится в заложниках. Он говорит, что это произошло потому, что она ему доверяла, хотя он может просто убить ее, когда захочет, и, возможно, так и сделает, потому что она для него обуза. Она не может ничего сказать, просто стоит на месте, пока он не опускает пистолет, кладет его обратно в ее куртку и ложится, а потом говорит ей, чтобы она ложилась спать. Девушка какое-то время стоит неподвижно, потом достает пистолет и направляет его на Лу, спрашивая, как он, такой хороший убийца, мог довериться ей и отдать пистолет обратно. Лу говорит ей, чтобы она заткнулась и легла спать, но она угрожает убить его, но Лу отвечает, что она просто не может этого сделать, потому что он не настолько глуп, чтобы отдать заряженный пистолет идиотке, которой он только что угрожал, и показывает ей патроны в руке, прежде чем снова лечь спать. На следующее утро они возвращаются на базу, где он связывается со своей организацией, которая поздравляет его с завершением последней миссии и спрашивает, жива ли еще девушка. Они также говорят ему, что в ящике под его столом есть все необходимое, и благодарят его, после чего заканчивают разговор. Лю проверяет ящик и находит там 2 фальшивых паспорта и 2 билета в Японию. Они прибывают в аэропорт, садятся в самолет, и кажется, что все наконец-то наладилось, ведь он уже собирался попрощаться с жизнью наемного убийцы. Как вдруг самолет резко дергается, и он видит, что кто-то проверяет его телефон и видит новости о том, что их самолет захватили. Он даже не включил авиарежим на телефоне. Какой же он идиот. Девушка подбегает к нему и спрашивает, что происходит и где находятся захватчики. Но Лоу отвечает, что это не захват, а убийство, организованное его же организацией, и на этот раз целью является он сам. Девушка теряет надежду и падает на пол, а Лол бежит в кабину пилота, где какая-то идиотка-стюардесса пытается его остановить, хотя самолет вот-вот разобьется.
Он быстро вырубает ее и заходит в кабину, где обнаруживает, что оба пилота убиты. Он садится на место пилота и пытается спасти самолет, но замечает рядом с собой грузовой самолет, который выпускает по ним ракету. Так Джет Кун лишается своей первой жизни. Тракун потеряет работу, если это будет продолжаться. Лю чувствует огромное разочарование из-за того, что его предали, и когда он открывает глаза, то оказывается в каком-то потустороннем мире, где видит безумно красивую богиню. Хотя, если честно, она выглядит так же прекрасно, как и моя девушка. Сначала она насмехается над ним, говоря, что он лучший наемный убийца на свете, но его предала собственная организация, а потом он спрашивает, где он и почему здесь. Она говорит ему, что у него есть два варианта. Первый – снова родиться на земле младенцем, ничего не помня о прошлой жизни, и прожить ее заново, не зная о своей прошлой жизни. Второй вариант – перевоплотиться в другом мире, где есть магия и колдовство, сохранив все свои воспоминания и опыт и создав новые. Он смотрит на нее и понимает, что если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то скорее всего так и есть, и спрашивает богиню, кого она хочет, чтобы он убил. Богиня удивлена его сообразительностью и говорит, что хочет, чтобы он убил одного человека, героя, который родился в этом мире. Моя богиня садится в кресло и предлагает ему чаю, как утонченная англичанка. Он садится, но ему трудно понять или поверить в концепцию реинкарнации. Но богиня отвечает, что это более распространенное явление, чем кажется, и почти все важные души получают возможность перевоплотиться на Земле, но они ничего не помнят. Он говорит, что с него хватит Земли, и он предпочел бы отправиться в другой мир, если сможет сохранить свои воспоминания и навыки. Потому что все это время на Земле он считал себя бесчувственной машиной. Но когда он был на грани смерти, он почувствовал себя несчастным и разочарованным. Он чувствовал, что его использовали, а потом предали единственные люди, на которых он работал, потому что у него никогда не было своей жизни. Она говорит ему, что ей плевать, что он будет делать со своей жизнью, пока ему не исполнится 18 лет. Она касается его лба и загружает в его мозг всю информацию о новом мире, чтобы он мог легко в нем ориентироваться. Мир, кажется, находится в средневековье и очень похож на Землю, за исключением того, что некоторые люди могут колдовать, а у некоторых есть способности, которые намного превосходят возможности обычного человека. Поняв, что происходит в мире, он задает вопрос: почему эта прекрасная богиня хочет убить такого отважного героя? На что богиня отвечает, что герой победит короля демонов, когда ему исполнится 18 лет, и после этого изменится, потому что сила на него повлияет. В итоге он захватит мир и уничтожит его. Вот такая странная предыстория злодея. Лу спрашивает богиню, может ли он убить героя, когда захочет, но она отказывается, говоря, что только герой может победить короля демонов. Поэтому ему нужно подождать, пока герой вырастет и убьет короля демонов, прежде чем он сможет попытаться его уничтожить. Лю понимает свою задачу и соглашается, после чего богиня показывает ему кучу карточек с разными способностями. Лю выбирает несколько карточек из разных категорий и получает особый бонус, который позволяет ему использовать все 4 вида магии по своему желанию. Богиня желает ему удачи и отправляет его в новый мир, где он рождается младенцем в семье аристократов, королевских хирургов, но за кулисами они гильдия искусных убийц. Это идеально подходит для любви, ведь он может тренироваться, не скрывая этого. Прошло несколько лет, и Лу вырос в молодого парня, который с детства обучался искусству убийства. Он идет в лес, чтобы испытать свои навыки, охотясь на кролика. Он находит следы и бежит по деревьям с невероятной ловкостью, а затем, повиснув на ветке, стреляет кролику прямо в глаз, убивая его. Он приносит кролика домой, где его мама пытается приготовить его, но он говорит, что сделает это сам. Он знает, что его мама может приготовить неплохую еду, но он настоящий гурман, которому нужно идеальное питание, а в то время не было протеиновых порошков. Поэтому ему приходилось довольствоваться тем, что есть. Он использует много специй и трав вместе с мясом, чтобы приготовить почти идеально сбалансированную еду, которой он наслаждался со своей семьей. Но потом его отец встал и сказал ему спуститься в подвал, прежде чем выйти из комнаты. Лу идет за ним в подвал, где его отец уже стоит и говорит ему раздеться. Это напоминает мне моего странного дядю. Лу, однако, быстро раздевается, прежде чем отец начинает учить его делать какие-то позы из Камасутры, а сам подходит, чтобы проверить, нормально ли он растет, и нужно ли ему заниматься каким-то особым видом тренировок. Выясняется, что Лу абсолютно здоров и развит лучше, чем мальчики его возраста. Отец смотрит на него и говорит, что, по его мнению, Лу готов к операции на глазах. У их семьи есть секрет, о котором никто не знает. У них есть особая хирургическая техника, с помощью которой они делают глаза особенными, и ее может выполнять только отец на сыне. Обычно это делают, когда сын становится старше, но учитывая, насколько сильна их любовь, отец решает, что пора.
На следующий день после операции мама нянчится с Лу, кормит его и вдруг решает, что хочет, чтобы он поласкал ее, и начинает его принуждать. Но он убегает к отцу, который ведет его наверх, и они наконец снимают повязку с глаз. Лу открывает глаза на слепящее солнце и видит прекрасный пейзаж вокруг дома, которым владеет его отец. Он пытается сфокусировать взгляд и, к своему удивлению, может очень четко видеть предметы вдали, а также может видеть в темноте. Это очень важно для убийцы, и когда он поворачивается, чтобы поблагодарить отца, он замечает, что теперь он может видеть, сколько у них маны, что тоже будет важно во время сражений с врагами. Отец смотрит на него и говорит, что договорился о том, чтобы с завтрашнего дня его будет обучать магии личный наставник. Лу невероятно рад этому, ведь он давно мечтал научиться магии в этом мире. На следующий день мама зачем-то начинает готовить ловушку и заставляет его одеться так, как будто к ним приехала наставница. Ею оказывается молодая девушка с серебристыми волосами по имени Диа, которая выглядит по-королевски. Она слезает с лошади и подходит к Лу, смотрит на него и говорит, что он, возможно, слишком молод для обучения магии. Лу отвечает, что она сама не намного старше его, и это ее злит. Она демонстрирует ему магию взрыва, которая поражает его воображение. Она говорит, что несмотря на свой юный вид, она одна из 4 сильнейших магов королевства и будет тренировать его день и ночь, чтобы он стал хотя бы 5-м по силе магом. На следующий день они начинают тренироваться и официально представляются друг другу в саду. Диа говорит Лю, чтобы он не был таким официальным, ведь она всего на 3 года старше его, но он отвечает, что она все равно его учитель и заслуживает уважения. Диа смеется и протягивает ему красивый хрустальный шар, который называет Даль камнем. Она говорит, что этот камень используется для измерения количества маны, которой человек наделен от природы. Чем больше у тебя маны, тем более сложную и разрушительную магию ты можешь использовать. Она велит ему влить всю свою ману в камень, но оказывается, что у Лу довольно большой запас маны, и он вливает в камень все, что у него есть, и камень становится очень нестабильным, потому что не может вместить столько маны. Диа в ужасе кричит, чтобы он выбросил камень как можно дальше, и сила удара сразу же увеличивается, и он подбрасывает камень в воздух, который взрывается с громким хлопком, вызывая у всех воспоминания о Хиросиме. Родители выбегают из дома и подбегают к детям, спрашивая, все ли с ними в порядке. Диа в шоке от увиденного, но думает, что родители должны быть в ярости, и говорит, что это ее вина, потому что она не знала, сколько маны улила. Но родители совсем не злятся и радуются способностям своего сына. Они благодарят Диа за то, что она показала им, насколько силен их сын, и оставляют их тренироваться, а сами возвращаются в дом. Но Лиу сейчас думает о тех дальних камнях, потому что они могут стать важным оружием против героя благодаря своей взрывной силе, и спрашивает Диа о камнях и о том, где их можно достать. Но Диа говорит, что эти камни нельзя просто купить в магазине, они драгоценности ее королевства, и их продажа строго контролируется. Лу разочарован, но решает, что разберется с этим позже. Той ночью Диа проникает в комнату Лу легче, чем Британия в Индию, и спит с ним, говоря, что теперь он ее младший брат. Я просто надеюсь, что она не застрянет в стиральной машине. На следующий день они подходят к берегу реки, и она дает ему еще один камень. Но на этот раз она просит его влить в камень немного маны, чтобы проверить его способности. Сначала она проверяет наличие огненной способности и радуется, что она у него есть, но на всякий случай проверяет и водную способность, утверждая, что это очень редкий случай, когда у человека есть 2 способности, и что она одна из немногих, кто ими обладает. Она потрясена, увидев, что у него есть 2 способности, и очень рада, потому что теперь она может научить его всем заклинаниям, которые знает. И собирается уходить, когда Лил просит ее проверить, есть ли у него еще какие-нибудь способности. Она улыбается и говорит, что у человека может быть 3 способности, но никто в истории не помнит, чтобы такое было. К ее ужасу и удивлению, у него есть даже способность управлять ветром. И она из любопытства проверяет еще раз и понимает, что у этого монстра-ребенка есть все 4 способности, что совершенно невероятно. Она снова берет себя в руки, но еще и злится, что вчера вечером позвала брата. Затем она садится рядом с ним и хочет пробудить его врожденную магию и, насколько я понимаю, лишает его девственности в магии. И внезапно Ло может использовать магические заклинания. Она говорит, что теперь он может использовать эти заклинания для разных целей, и чем больше заклинаний он использует, тем больше заклинаний сможет выучить. Однако Диана говорит ему, что ей трудно дается запоминание заклинаний, поэтому она берет инициативу в свои руки и показывает ему, как произносить одно из самых простых заклинаний Земли – создание меди. Она делает это без труда, а Лю пытается повторить за ней, но у него получается неправильно, и в итоге он создает кусок меди, который выглядит как раковая опухоль. Позже той же ночью он записывает все, что выучил, и Диана снова приходит к нему в комнату, чтобы переночевать. На следующее утро, после нескольких попыток, он наконец-то создает идеальный кусок меди, и Диана очень рада его успехам. Он спрашивает, не могла бы она записать для него несколько заклинаний, которые она выучила, чтобы он попробовал их.
Она записывает для него заклинание, и он пробует его, и, к его удивлению, у него сразу получается создать кусок железа. Лу понимает, что заклинания немного отличаются друг от друга. Заклинание для создания меди точно такое же, как и для создания железа, но они меняют некоторые цифры, которые меняют свойства металла. Он воодушевляется и просит ее записать все заклинания, которые она знает, на пергамент. Сначала она сопротивляется, потому что это займет много времени, но решает уступить и начинает записывать заклинания. К вечеру она заканчивает, и, прочитав заклинание, он понимает, что меняется в каждом металле, это по сути ее атомный вес. Она пытается объяснить это Диа, но та слишком глупа, чтобы понять, поэтому он продолжает и говорит ей записать заклинание. Он заставляет ее записать то же самое заклинание, но вместо железа указывает атомный вес золота и говорит Диа произнести его. Она пытается, но внезапно падает на землю с сильной головной болью. Он понимает, что не каждый может делать то, что делает он, поэтому берет листок и сам записывает заклинание, а затем произносит его и получает прекрасный слиток золота, чем очень удивляет Диа. Затем он передает пергамент с некоторыми изменениями благодаря одному из своих умений, и внезапно даже Диа может создавать золото. Они очень счастливы, идут ужинать, а потом ложатся спать. Через несколько дней Лю уже может создавать сложные материалы из этих металлов. Они спускаются к реке, и он с помощью магии создает винтовку и стреляет магическими пулями. Диа тоже может это повторить, и Лю рад, потому что теперь он может использовать эту винтовку против героя. Но у нее недостаточно мощности для такого сильного противника, поэтому он создает гигантскую пушку. И говорит Диа проверить уши, прежде чем выстрелить по острову перед ними, полностью его уничтожив. Диа немного напугана взрывом и отступает, а Лю осматривает пушку и понимает, что ствол взорвался из-за мощного удара. Он спрашивает Диа, не хочет ли она попробовать, но она отказывается, говоря, что пока ей достаточно винтовки. Мы снова будем спать вместе, но Диас кажется очень расстроена, потому что завтра она уезжает в свое королевство. Лу просыпается и подходит к окну, где с помощью своей магической силы создает титановый нож, которого раньше никто не видел. Он показывает Диас, насколько он острый, а потом говорит, что это его подарок ей. Диас улыбается, снимает с шеи кулон с красивым камнем и отдает его Лу, обещая, что если она захочет, то они встретятся снова. На следующий день она садится в карету и уезжает из королевства, поблагодарив хозяев за гостеприимство и пообещав, что когда-нибудь вернется. Отец семейства смотрит на Лу и говорит, что чувствует в нем огромную силу и думает, что Лу готов к первому шагу на пути к тому, чтобы стать убийцей. Вечером он отвозит ее в тюрьму, где полно заключенных, приговоренных к смертной казни. Их отдают семье Лу, чтобы они могли испытать новые лекарства и поупражняться в убийствах. Лу спрашивает отца, зачем он учил его испытывать человеческие эмоции, ведь это только мешает ему убивать людей. Но отец успокаивает его, говоря, что не хочет, чтобы Лу стал орудием убийства. И хочет, чтобы у него была жизнь вне этой профессии, где он мог бы жить как обычный человек, а не как машина для убийств. Он также говорит, что Лу всегда может отказаться от заказа, но если он согласился, то должен выполнить его. Отец отводит его в одну из камер и показывает связанную и с кляпом во рту молодую девушку лет 19. Он вытаскивает кляп, и девушка умоляет пощадить ее. Отец говорит, что она проникла в дом пожилой пары, а когда они вернулись, убила их и сожгла дом. Девушка плачет и говорит, что хотела только найти еду, а смерть стариков была случайностью, поэтому она и сожгла дом, потому что испугалась. Она умоляет пощадить ее, но Лу без колебаний отрубает ей руку. Девушка кажется удивлена и начинает кричать и ругаться, обвиняя отца, что он сказал, что если она будет умолять мальчика, он может ее пощадить. Но Лу знает таких людей, как она, и вонзает нож ей в горло, убивая ее раз и навсегда. Прошло несколько лет, и теперь Лу 10 лет. Однажды он с семьей отправился на рынок в своем городе, где все, казалось, были заняты продажей своих товаров, ведь скоро должна была наступить зима. Его мама была занята, пытаясь выглядеть очень милой, а он пытался найти хоть кого-нибудь, у кого была бы хоть капля магии, но безуспешно. Ему нужно было убить героя через 8 лет, но для этого ему нужна была помощь. Но проблема была в том, что только у дворян была магия, и никто из них не хотел работать на кого-то другого. Поэтому он пытался найти простолюдина, у которого была бы хоть капля магии, которой он мог бы воспользоваться. Прошло несколько месяцев, и однажды он решил отправиться в лес на охоту, ведь скоро должны были пойти сильные снегопады. Он вошел в лес и стал искать животных, когда вдруг услышал вой и прижался к земле, чтобы услышать, что стая волков преследует добычу.
Он решил пойти на звук и, если получится, украсть добычу у волков. Но когда он наконец увидел их, то понял, что они пытаются напасть на грязную и болезненного вида девушку. Один из волков набросился на нее, но он быстро выстрелил ему в голову и спас девушку, заслонив ее собой. Он сосчитал волков и решил, что это будет одним из его тренировочных заданий, и отдал свое снаряжение девушке, прежде чем достать свой верный нож. Один из волков нападает на него, но он быстро вонзает ему нож в шею, мгновенно убивая его, а затем вонзает нож в череп другому волку. Еще один волк снова пытается напасть на девушку, но мужчина отбрасывает его ногой, а два других волка одновременно прыгают на него и хватают за руки. К счастью, на нем надеты металлические перчатки, и он просто отбрасывает их на землю, а затем бьет последнего волка кулаком по голове, убивая всех троих. Он возвращается к девушке и спрашивает, что она делает в лесу одна в такую погоду. Она пугается и говорит, что просто заблудилась и не хотела никому причинить вреда. Он спрашивает, почему она здесь, и она отвечает, что ее семья очень бедна и им не хватает еды, поэтому они выгнали ее из дома и оставили умирать. Она встретила доброго незнакомца, который сказал ей, что в этих краях много богатых людей, поэтому она отправилась в путешествие по лесу и попала сюда. Мужчина дает ей свою куртку и начинает готовить кашу. Он дает ей миску и говорит, чтобы она ела медленно, иначе ее может стошнить. Она представляется Тарт и с удовольствием ест горячую кашу, а Лоу тем временем вынимает внутренности из волков и говорит, что он сын правителя этих земель. Она сразу же оживляется и говорит, что это невероятно, ведь ей во сне явилась богиня и сказала, что она скоро найдет дорогу в эти края, и вот она его нашла. Лу понимает, что богиня, возможно, пытается ему помочь, поэтому он быстро проверяет ее ману, но понимает, что она всего лишь простолюдинка, которая умеет колдовать. Он тут же предлагает ей пойти с ним, чтобы она жила в его доме и ей не пришлось бы искать еду. Единственное, что ей нужно делать, это всегда выполнять его приказы, в том числе убивать других людей. Затем он спрашивает, хочет ли она пойти с ним, и она с радостью соглашается, говоря, что никто другой ее не примет, а он единственный, кто сказал, что хочет быть с ней. Он приводит ее к себе домой, и с тех пор она живет с ними. Проходит 2 года, и в один прекрасный день Лу будет Тарт, которая зовет его завтракать. Она выросла и стала очень красивой девушкой с сильным характером, и кажется, она выполняет все его поручения. Его родителям она тоже понравилась, но когда он впервые привел ее домой, отец сказал, что она может остаться только при 2 условиях. Он сам ее тренирует и обещает, что если она когда-нибудь их предаст, он сам ее убьет. Он говорит ей спуститься в подвал для планового осмотра, и убедившись, что она выросла как надо, он говорит ей, что она может напасть на него в любое время. Она пытается ударить его ножом, но он легко ее обезоруживает. Оказывается, она совсем не умеет обращаться с ножом, и единственное оружие, которым она владеет в совершенстве, это его копье. Но проблема в том, что его копье не очень удобно прятать, и оно слишком громоздкое, чтобы незаметно кого-то убить. Он решает, что должен что-то для нее сделать. Той ночью он снова спускается в подвал и видит, что бедная девушка тренируется с ножом на манекене, но у нее не получается. Она смущается, увидев его, и извиняется за то, что тренируется без его разрешения. Но он просто достает для нее складное оружие, которое можно спрятать, а потом развернуть в идеальное копье. Она пробует его и тренируется на манекене, каждый раз попадая в цель и даже разрушая его. Она от всего сердца благодарит его, и они оба ложатся спать. Лу регулярно ходит на рынок, и люди в его регионе его очень любят. Все на рынке хотят подарить ему столько подарков, что когда он возвращается домой, его повозка уже полна фруктов и овощей с местных ферм. Он возвращается домой и проверяет запасы камней, которые научился делать сам, хотя Диа отказалась ему помогать. Он наполняет их маной, складывает в мешки, как ручные гранаты. Вдруг его зовет Тарт и говорит, что отец зовет его в тренировочный зал. Он подходит к отцу и рассказывает о способностях Терт. Говорит, что научил ее всему, что она теперь не уступает в силе его двоюродным братьям и другим членам семьи. Затем он смотрит на Лу и спрашивает, можно ли ей доверять. Говорит, что нашел бездомную девушку с магическими способностями, когда в один холодный день отправился на охоту. Это слишком похоже на совпадение, и он подозревает, что Терт подослал шпионский отряд, чтобы выведать их семейные секреты. Лю, однако, отвечает, что присматривал за ней все эти годы и уверен, что она не шпионка, а если бы она была шпионкой, он бы ее сразу убил. Отец отвечает, что и он так думает, и должно быть это дело рук Бога, что все так сложилось.
Затем он смотрит на Лу и говорит, что тот достаточно взрослый и сильный, чтобы сдать выпускные экзамены, и спрашивает, готов ли он. Лу отвечает, что готов, и если отец скажет ему выйти на улицу, то его первым испытанием будет бой с ним. Лу одевается и выходит на улицу, и они оба отправляются в лес. У Лу должно быть преимущество, потому что он не только знает, как убивать, но и обладает навыками и опытом из прошлой жизни. Он забирается на дерево, и вдруг отец стреляет в него стрелами. Он уворачивается от них, спрыгивает с дерева и находит своего отца, который снова стреляет в него из арбалета, но Лу снова уворачивается и бросает в него нож. Отец успевает отбить нож и пытается ударить Лу своим ножом, но Лу уворачивается и пытается ударить его ногой. Но его отец невероятно ловок и хватает его за ногу, прежде чем сломать ему кость. Лу быстро отталкивает его и прыгает в кусты, где быстро залечивает сломанную кость с помощью своей невероятной магии исцеления. Он сбегает с холма, где его отец устроил ему ловушку. Он уворачивается от ловушки, но тут же на него нападает отец, который заставляет его сражаться, используя технику владения кинжалом, а Лу пытается блокировать его атаки. В конце концов, Лу хватает его за руку и бьет ногой в ребра, заставляя отступить, после чего отец снова исчезает в лесу. Лу выбегает на открытое пространство, где в него летят метательные ножи, от которых он уворачивается, а отец прыгает на него и ранит в плечо. Но Лу успевает приставить клинок к горлу отца, завершая бой своей победой. Они оба возвращаются из леса и видят, что Тарт заваривает им чай. Отец обрабатывает рану Лу и говорит, что научил его всему, чему мог, и теперь ему пора самому попробовать себя в роли убийцы. После этого они вместе начинают выполнять задания по устранению, убивают одного ублюдка, у которого много денег, которые он тратит на издевательство над девушками. Но его отец просто травит его ядом, и тот умирает прямо перед тем, как они выпрыгивают из окна. Они также отравляют нескольких других дегенератов, некоторых сжигают, а в одном случае инсценируют ограбление, прежде чем сбежать. Когда они возвращаются с визита к богатому дворянину, который кажется болен, отец говорит Лу, что отправляет его в другой город под вымышленным именем, как незаконно рожденного сына очень известного предателя. Он говорит, что Лу должен прожить там 2 года и зарекомендовать себя как очень хороший предатель, что поможет им в дальнейших заданиях. Потому что дворяне часто приглашают предателей в свои дома, и их даже не проверяют на входе. Лу, конечно, соглашается на это, и в честь него отец устраивает грандиозный праздник. Вся его большая семья приезжает на торжество, потому что он самый молодой член семьи, прошедший последнее испытание. Отец с гордостью объявляет, что после его смерти Лу станет новым главой семьи, и это, кажется, раздражает некоторых членов семьи. Один из них бросает свой бокал с вином в Лу, но тот ловит его и отдает Тарту. Парень отказывается признавать, что главой семьи может быть кто-то младше него, и хочет бросить Лу вызов. Его отец устраивает поединок между ними, и если парень выиграет, то Лу отстранят от должности, и он станет новым главой. Поединок начинается, и не успевает парень моргнуть, как Лу оказывается позади него с ножом у горла, и бой заканчивается. Парень в шоке и растерян, он встает и пытается ударить Лу. Но тот сбивает его с ног и ломает ему руку, говоря, что если его вылечат семейной медициной, то через 2 дня он будет в порядке. Поединок заканчивается, и больше никто не осмеливается бросить вызов такому опытному парню. Позже Лу выходит на улицу и зовет кузена. Кузен выглядит недовольным, но Лу признает его силу и говорит, что если он станет его подчиненным, то будет хорошо к нему относиться. Лу предлагает ему вступить в ряды королевских рыцарей и работать под его началом. Кузену это не нравится, но он соглашается и в знак сотрудничества дарит ему красивый титановый меч. На следующий день Лу собирает свои вещи, и Тарт помогает ему погрузить их в карету, потому что она твердо решила, что поедет с Лу. Наконец он соглашается, и они отправляются в новый город, чтобы начать новую жизнь. Лу наконец-то приезжает в новый город и поселяется в своем новом доме. Этот город славится своими торговцами и является одним из самых процветающих регионов королевства благодаря торговле. Лав сразу же меняет свою внешность, перекрасив волосы в черный цвет с помощью магии, потому что парень с серебряными волосами слишком похож на Лу. Он даже надевает очки, и его внешность полностью меняется. Он узнает, что в этом районе есть приют, где молодых девушек продают богатым лордам, и узнает, что там есть девушка из простолюдинов, которая тоже владеет магией. Это заставляет его отправиться в приют. Когда он приходит туда, он видит, как девушка с голубыми волосами плачет, держа в руке серп, и собирается изуродовать себе лицо,
потому что думает, что если будет страшной, то люди не будут покупать ее и издеваться над ней. Лю берет ее за руку и просит перестать плакать, а потом говорит, что ей нужно больше улыбаться, потому что она красивая, когда улыбается. Может, это и грубо по отношению к девушке, которую постоянно обижают, но что поделать. Хозяин приюта ведет его внутрь, и перед ним выстраиваются несколько девушек, в том числе и та, что с изуродованным лицом. Лю сразу понимает, откуда у девушки с голубыми волосами взялась эта идея. Он проверяет, есть ли у нее мана, и понимает, что мана есть только у девушки с голубыми волосами, и говорит хозяину, что хочет ее купить. Хозяин говорит, что ее зовут Маха, и она особенная, поэтому он возьмет с него тройную цену, но Лю, богатая сучка, и без проблем заплатит столько денег. Он уже собирался забрать ее домой, когда хозяин перебивает его и говорит, что ее нужно подготовить и привести в порядок. Поэтому Лю должен прийти через 3 дня, когда она будет готова. Макса в ужасе смотрит на Лу, но все равно соглашается, предупредив толстяка, что он уже заплатил за нее, а значит, она теперь часть его семьи, и с ней ничего не должно случиться. Толстяк соглашается, и Лил возвращается к Ма, которая в отчаянии. У толстяка, однако, другие планы. Он хочет пару раз продать ее, чтобы подзаработать, прежде чем отдать Лу. Поэтому он приводит ее в порядок и везет в карете к особняку какого-то дворянина. Но по дороге Ма сбегает и скрывается в лесу. Один из охранников толстяка тоже обладает магией и догоняет ее. Он уже собирался ударить ее, но тут появляется Лу и хватает его за руку. Парень в шоке, увидев его, и просит оставить его в покое, но Лу просто сбивает его с ног. Толстяк подходит к ним и в шоке смотрит на Лу. Он говорит, что должен был забрать ее через 3 дня, так что Лу здесь делает, но Лу отвечает, что может распознать кусок дерьма, когда видит его. А толстяк – самый жирный и уродливый кусок дерьма, который он когда-либо видел. Толстяк приказывает своему подчиненному избить Лу, и тот бросается на него, пытаясь ударить, но Лу просто уклоняется и ломает ему руку пополам. Толстяк пытается напасть на него сзади, но Лу уклоняется и прижимает его к дереву, приставив нож к горлу. Затем он спрашивает Маху, что случилось, и она рассказывает ему, что они с другими девочками были сиротами и жили в трущобах. Они водили туристов по городу и получали немного денег за экскурсии и немного денег от ресторана, который платил им за то, что они приводили туда посетителей. Они не зарабатывали много, но были счастливы и довольны своей жизнью. Однажды на них напали эти бандиты. Даже мама пыталась их остановить, но они одолели их и привели обратно в приют. Они заперли их в комнате и дали им немного овощей на неделю, а потом начали продавать девочек одному за другим, и те плохо с ними обращались. Так было почти со всеми девочками, и однажды одна из них так разозлилась, что ударила себя серпом по лицу, чтобы оставить шрамы, чтобы никто не купил ее. Лу отправляет Тартану фотографию Махи, и тот находит этого человека. Как только он пытается ее изнасиловать, в комнату врывается охрана и арестовывает его. Они возвращаются в приют, где Лав с помощью магии восстанавливает изуродованное лицо Махи и забирает ее с собой, чтобы начать новую жизнь. Прошло уже много времени с тех пор, как Лу взял Маху под свою защиту, и он также отлично работает в компании Бейлор. Но Лоур, его вымышленный отец, просит его посмотреть на его родного сына, который заболел ужасной лихорадкой, и после одного курса лечения ему становится намного лучше. Мальчик от всего сердца благодарит Лу, но напоминает ему, что это секрет, и он не может никому рассказать об операции, даже своей маме. Лу с радостью соглашается. Бейлор сообщает Лу, что он уже оформил все документы, и они официально удочерили Маху как младшую сестру Лу. Лу кажется рад этому, потому что теперь он может работать с ней, не вызывая подозрений. Через некоторое время он отводит Лу в комнату и показывает ему план магазина на главной улице города. Он говорит, что некоторое время назад открыл винный магазин, но тот полностью провалился, и ему пришлось его закрыть. Но теперь он хочет передать его Лю, потому что считает, что только он сможет вдохнуть в него новую жизнь. Лю, кажется, не хочет, но все равно соглашается и возвращается домой, где Тарт и Маха приготовили ему вкусный ужин. Они вместе ужинают, а потом он рассказывает им о своих планах. Он говорит, что ему дали магазин, и он должен использовать его, чтобы как можно эффективнее убить героя. Он объясняет, что первая цель магазина – заработать как можно больше денег, чтобы магазин не закрылся в ближайшее время. Вторая цель – продавать то, что понравится дворянам, чтобы они могли с ними сблизиться. Две девушки спрашивают его, есть ли у него какие-нибудь идеи, и он рассказывает им о своих планах продавать косметику и сладости в своем магазине, особенно для благородных дам. Но Ма перебивает его и спрашивает, как он собирается завоевать рынок,
ведь уже есть куча магазинов, которые продают косметику именно для женщин. И будет очень сложно заставить покупателей перейти на их продукцию. Лу понимает, что это может быть проблемой, но говорит, что у него есть план, и он покажет его Бёллеру и его жене на следующий день. Вечером две девушки приходят к нему в комнату и спят вместе с ним, чтобы не чувствовать себя одинокими. А на следующий день они все идут в дом Бёллера, где договариваются о встрече и садятся вместе. Кажется, жена Бёллера ненавидит Лу, потому что считает его незаконно рожденным сыном своего мужа и почему-то закрывает лицо. Лу рассказывает им о своих планах, но как и Ма, даже Бёллер не уверен, что они смогут завоевать рынок. Ведь даже если они будут делать косметику высшего качества, люди все равно будут выбирать известные бренды. Но Лю говорит, что они не будут с ними конкурировать, а сделают что-то, что дополнит косметику, которую продают эти компании. Он рассказывает им, что макияж очень сложно наносить, и после его снятия кожа становится невероятно сухой. Но он придумал специальную косметику, которая раз и навсегда решит эту проблему и поможет людям всегда защищать свою кожу. Оказывается, в этом мире еще даже не изобрели увлажняющий крем, и одному богу известно, как подростки справлялись с этой проблемой. Он первый, кто создал увлажняющий крем, и говорит им, что это средство не даст их коже высохнуть, а также защитит ее от вредного воздействия косметики. Женщина берет у него бутылочку и наносит немного крема на тыльную сторону ладони и с удивлением чувствует, какая у нее стала гладкая кожа. Затем она решает снять маску и показать свое не самое красивое лицо, наносит еще немного крема и с восторгом обнаруживает, что кожа стала мягкой и упругой. Лу говорит ей попробовать нанести макияж поверх крема, и она делает это, восклицая, как легко наносить макияж на увлажняющий крем. Лу спрашивает, нравится ли ей, и она тут же отвечает, что ненавидит его, но очень любит увлажняющий крем. Увидев, что его жена так счастлива, он спрашивает, by the end of the month. но он говорит, что для этого косметического средства нужен особый ингредиент, который можно получить только в регионе его настоящего отца. И им нужно заключить сделку, чтобы получить этот ингредиент, прежде чем они смогут наладить массовое производство. Бёллер удивляется, потому что этот регион очень далеко, но все равно соглашается и отправляет Лу обратно на переговоры. По дороге домой он объясняет Тарту, что нужное им вещество можно получить где угодно, но если он заставит их покупать его в своем родном регионе, то это будет означать, что Балор не сможет бросить Лу, когда тот ему надоест. А эта сделка принесет в его регион больше денег, что очень хорошо. Еще один плюс в том, что никто не посмеет проникнуть на территорию благородных убийц, чтобы украсть формулу. Прошло несколько месяцев, и он успешно открыл свой магазин косметики в этом регионе как филиал торговой компании Бейлор. Увлажняющий крем сразу стал хитом, и его магазин каждый день осаждают толпы женщин, которые пытаются купить как можно больше увлажняющих кремов. Поэтому он установил лимит 2 бутылки на одного покупателя. Он также назначил Маху управляющей магазином, и в итоге она наняла всех девушек из приюта. Тарт и Лук сидят рядом и наблюдают, как легко и непринужденно управляется весь магазин, и он, кажется, рад, что ты позволил Махе нанять девочек. Потому что они всю жизнь прожили в приюте, они невероятно преданные, молодые и красивые, что очень важно для косметического магазина, и они очень старательные работницы. Он спрашивает Тарт о безопасности формулы, и она отвечает, что вражеские шпионы проникают на их фабрику почти каждый день, и они все еще подкупают своих работников. Но они понятия не имеют, как заполучить секретную формулу из его региона. Лю рад это слышать и говорит Тарт, что нужно поддерживать безопасность, потому что нельзя рисковать тем, что другие люди так быстро узнают о формуле. В ту ночь, когда Лу пытался уснуть, он понял, что кто-то проник в его дом и пробирается по чердаку в спальню Лу. Он понял, что это должно быть шпион высокого уровня, потому что он смог скрыть свое присутствие, пока не оказался совсем близко. Враги, конечно, попытаются похитить его, чтобы силой выбить из него информацию. Он пытается встать, но вдруг Тарт открывает дверь спальни и копьем протыкает потолок, говоря Лу, что ему не о чем беспокоиться, потому что она нанесла нейротоксин на наконечник копья. И теперь шпион даже пальцем пошевелить не может. Маха была на чердаке и спустилась вниз, чтобы доложить, что шпион успешно пойман. Они отводят его в подземелье, где 2 девушки раздевают его и начинают пытать, чтобы узнать, кто его послал, в обмен на его жизнь. На следующий день Люк собирается в соседнее королевство, где живет Диана, потому что обещал ей, что будет приезжать к ней каждый месяц. Пока Ло нет, девушки решают сходить в хороший ресторан, а он просто использует свою магию ветра, чтобы долететь до соседнего королевства и проникает в комнату Дианы через ее замок. Она очень рада его видеть и приглашает в свою комнату.
Она протягивает ему огромную стопку бумаги, на которой записала новые заклинания, которые сама придумала. Одно из них особенно заинтересовало Ло, и он попросил ее попробовать его. Она произносит заклинание и может менять гравитацию любого предмета по своему желанию, что шокирует Ло, ведь он думал, что такое под силу только ему. Они немного поговорили, и Ло протягивает ей коробку шоколадных конфет, которые он недавно сделал, но Диана понятия не имеет, что это такое, потому что шоколад еще не изобрели в этом мире. Она говорит, что это похоже на дерьмо, но Ло советует ей попробовать, и когда она пробует, то приходит в восторг, и Ло обещает принести ей еще в следующем месяце. Они еще немного поговорили, почитали, попрактиковались в магии и повеселились, прежде чем Лу пришлось вернуться. Они попрощались, и он вылетел в окно с помощью магии ветра, пообещав, что скоро они снова увидятся. Лу уже 2 года живет в этом городе как торговец, и его время здесь подходит к концу. Он сидит в своей лавке и наблюдает, как она процветает, а Тарп возвращается к нему с кучей пуговиц, которые она добыла, убив множество людей. Лавке приходится отправлять ее на сражения, чтобы она научилась справляться со стрессом, стала лучше сражаться и принимать быстрые решения. Оказывается, она невероятно талантлива и теперь известна на поле боя благодаря своему мастерству, силе и скорости. Его бренд увлажняющих средств процветает и является одним из самых известных косметических продуктов во всем королевстве. Он получает приглашения от знати в их роскошные особняки, устраивает грандиозные вечеринки и благодаря этому может сблизиться с некоторыми из них и узнать их и их работу очень хорошо. Учитывая все это, его пребывание здесь в качестве торговца было невероятно успешным, и теперь пришло время возвращаться. В тот вечер он сидит с Махой и говорит ей, что оставляет все дела на нее и надеется, что она расширит бизнес. Маха соглашается и обещает, что позаботится обо всем. Затем она говорит, что хочет открыть филиалы в соседних городах и уже нашла подходящее помещение. Лиу смотрит на карту и понимает, что это магазин, который когда-то принадлежал отцу Ма, который был очень известным торговцем, но его предал и убил партнер. А Маха сбежала в этот город и стала жить как сирота. Он знает, что она хочет отомстить тем, кто обидел ее семью, и вернуть компанию отца, поэтому просто говорит ей, что она может делать все, что захочет. Потому что он полностью ей доверяет, но она должна добиться хороших результатов. Маха невероятно счастлива, что он ее одобряет и обещает, что будет очень внимательна и аккуратна. Позже все друзья сироты Махи заходят в комнату и благодарят Лиу за то, что он их приютил и спас от ужасной жизни, а потом дарят ему сумку с очень редким травяным чаем. Он принимает подарок и благодарит их всех, а потом они все ложатся спать. На следующее утро Маха помогает ему вернуть волосам их естественный серебристый цвет, который ему очень нравится, и он снова становится самим собой, ассасином из семьи, и снова надевает свою обычную одежду. Он садится в карету, прощается с Махой и уезжает с Тарт обратно в свой регион. Тарт, кажется, немного грустит, потому что они с Махой очень подружились. Поэтому он обещает, что позволит ей видеться с Махой, когда она захочет. По дороге обратно он чувствует, что вокруг них собирается стая волков, и приказывает кучеру остановиться. Они выходят из кареты и видят, что их окружили волки. Он приказывает вознице спрятаться, но прежде чем успевает их убить, Тарт просит его позволить ей самой разобраться с ситуацией, так как это будет хорошей практикой. Она достает свое копье. Один из волков решает напасть первым, но Тарт готова к этому и с помощью нескольких невероятных приемов пронзает бедное животное прямо в череп, убивая его на месте. Второй волк пытается напасть на нее сзади, когда она не смотрит, но она просто использует магическую атаку, которой научил ее Лу, и убивает волка выстрелом из копья, прежде чем понимает, что последний убегает. Они не могут позволить таким монстрам жить, поэтому она использует магическое усиление своего копья и стреляет в волка на очень высокой скорости, пронзая его и убивая на месте. Лу подходит к ней и восхищается ее невероятной скоростью и реакцией. Они возвращаются в карету и уезжают. Лу понимает, что монстры теперь появляются в местах, которые находятся недалеко от людей, а значит, герой становится все сильнее. Наконец, они добираются до фермерских угодий в их регионе, и Лу решает выразить свое почтение местным жителям и выходит из кареты, чтобы поговорить с ними. Все фермеры и местные жители рады видеть Лу и говорят ему, что очень скучали по нему. Лу благодарит их и говорит, что сделает все возможное, чтобы они процветали вместе со всем регионом. Они снова дарят Лу овощи со своего огорода, и он с благодарностью принимает их, прежде чем отправиться домой. Он выходит из коляски, и его тут же душит мама, которая почему-то начинает его обнимать и обнюхивать. Она обнимает его крепко и очень долго, прежде чем он говорит ей, что собирается встретиться со своим отцом. Он поднимается и заходит в кабинет своего отца,
где видит, что тот сидит за столом и пишет какие-то письма, но как только Любовь входит в комнату, он говорит. Его отец говорит ему, что гордится им, и работа, которую он проделал с Бейлором в своем регионе, является ничем иным, как исключительной. Лу благодарит своего отца, прежде чем тот сообщает ему, что несколько дней назад его посетил сам Бейлор, и сказал, что, возможно, ему стоит пересмотреть карьеру Лу как наемного убийцы и позволить ему стать торговцем, поскольку он прирожденный аббат. Он смотрит на Лу и говорит ему, что не собирается останавливать его, если он хочет сменить профессию даже сейчас. Но Лав решительно отвергает его идею, говоря ему, что он стал хорошим торговцем, чтобы попытаться стать еще лучшим убийцей. И он всегда будет таким, какой он есть. Он не может навсегда оставить свою семью и жить как внебрачный сын Бейлора, и еще одна причина, по которой он не может этого сделать, заключается в том, что он влюблен в Дию, которая благородна, и они не могут пожениться друг на друге, пока он не станет, к тому же он дворянин. Его отец смеется над ним и говорит ему, что он испытывает огромное облегчение, и говорит ему, что теперь он будет поручать ему настоящие одиночные убийства, так как раньше он сопровождал своего отца только в таких убийствах, и единственными людьми, которых он убивал, были заключенные, приговоренные к смертной казни. Рыцарь падает на землю, когда отец говорит ему, что его задача избавиться от дворянина, который продает оружие соседнему королевству в обмен на наркотики. И это может быть очень опасно для их королевства. Лу говорит, что он понял задание и избавится от этого человека, не оставив следов. Той ночью Лу гуляет с Тарт и рассказывает ей о своей миссии, а потом записывает детали на листке бумаги и прикрепляет его к голубю, который доставит его Махе. Он просит Маху найти как можно больше информации об этом человеке и попытаться выйти на его семью. На следующий день Лу просыпается и раздражается, что мама без причины его достает. После завтрака она показывает ему кучу фотографий красивых девушек и говорит, что он может выбрать любую из них в жены, потому что хочет внуков как можно скорее. Лу говорит, что не собирается жениться по расчету, и что ему нужна только Диа, и мама улыбается и говорит, что сделает все, что в ее силах. Той ночью Лу и Тарт собираются, и когда стемнеет, бегут в город, где живет человек по имени Азба, который продает наркотики и оружие. Они добираются до города, когда восходит солнце, и Тарт говорит, какой он большой. Лу отвечает, что это второй по важности торговый город в королевстве после региона, где живет Бейлор. Они идут по городу и видят на улице раненых и нищих солдат, которые лежат на земле и просят милостыню. Это ужасное зрелище, потому что Азба продал все военные планы соседнему королевству, которое затем использовало их, чтобы уничтожить армию Азбы. Когда они шли по темному переулку, к ним подошла девушка и предложила купить у нее варенье из крыжовника. Лу и Тарт сразу почувствовали, что рядом кто-то есть, поэтому они сделали вид, что они обычная пара, и купили одну банку варенья, потому что Лу хотел проверить свои подозрения. Он засунул палец в банку и попробовал варенье, но понял, что оно содержит наркотики, вызывающие галлюцинации. Он сразу же потребовал от девушки сказать правду, а затем разбил все ее банки об землю. Внезапно из-за угла вышли несколько мужчин, а бедная девушка пыталась спасти как можно больше варенья. Мужчины сказали, что это их товар и что Лоу должен заплатить, но прежде чем они успели договорить, Лу ударил одного из них кулаком в живот, вырубив его, а Тарт ударил другого ногой в живот. Прежде чем двое других успели среагировать, Лу и Тарт напали на них и сразу же вырубили. Они подошли к девушке и спросили, зачем она продает эти наркотики, а она в ответ повела их в переулок и в темный дом. Она открывает дверь и видит свою мать, которая, похоже, подсела на наркотики. Она сидит в углу и, как только замечает дочь, бросается к ней и требует свою ежедневную дозу. Когда девочка говорит, что у нее нет наркотиков, мать начинает ее трясти и бить. Лю подходит к ней, и она пытается напасть и на него, но он невероятно быстр и легко ее обезвреживает. Девочка пугается, но Тарт ее успокаивает, говоря, что все будет хорошо. Ло чувствует ее напряжение и бьет ее по затылку, отчего она теряет сознание. Девочка подбегает к матери, а Ло возвращается к Тарту и говорит, что теперь ее мать не должна принимать наркотики, но может снова к ним пристраститься. Они, наконец, возвращаются в свой особняк, когда солнце начинает садиться, и с радостью обнаруживают, что Маха прислала им кучу подарков, а мама Лу просит его купить еще косметики. Он поднимается в свою комнату и находит письмо, которое Маха спрятала в шкатулке. В нем говорится, что все приготовления закончены, и они могут просто войти в дом Азбы. На следующий день он отправляется в тот район, где живет Маха, и забирает ее, переодевшись в одежду Бейлора и назвавшись сводным братом Махи. В карете Маха несет какую-то чушь о том, что все хотят урвать от него кусочек, и ведет себя как типичная сводная сестра, которая любит застревать в стиральной машине. Лу, однако, настоящий мачо, который говорит ей, что верен своей возлюбленной Диа и даже не думает ни о какой другой девушке. Наконец они добираются до особняка Асмы, и их встречает его жена, которая, кажется, очень рада их видеть. Они придумали легенду о том, что хотят, чтобы она первой попробовала их продукцию и оставила отзыв,
потому что она, видимо, блогер, и у нее много подписчиков среди знатных женщин. Она, конечно, польщена и приглашает их войти, прежде чем начать пробовать их новые товары. Лад замечает, что эта стерва одета в очень дорогие вещи и спрашивает, как у них идут дела, и она отвечает, что всего пару лет назад они были бедны и считались просто дворянами. Но недавно бизнес Асмы начал процветать, и теперь они могут позволить себе все роскошные вещи, которые есть у других знатных семей. Но прежде чем они успевают продолжить разговор, в комнату входит Асма и радостно приветствует гостей и жену. Он подходит к ней и начинает целоваться прямо у них на глазах. Ну, вы уже поняли, что к чему. Он благодарит Лулу за то, что она приехала, потому что знает, что торговая компания Бейлор обычно очень занята, и кажется искренне рад видеть, что его жена счастлива. Он говорит с Лу наедине и предупреждает, чтобы тот не пытался соблазнить его жену, иначе он соблазнит маму Лу, на что я отвечаю, что это более чем справедливый обмен. Лу успокаивает его, говоря, что жена его любит, и Асма приглашает Лу и Маху остаться на вечер, потому что у них будет вечеринка, и они будут рады их видеть. Они соглашаются, потому что хотят узнать больше об этом месте, и вечером там будет много благородных дам, которым не терпится попробовать продукцию Лу. После вечеринки все расходятся, но любовь возвращается на скалу, где стоит особняк, и к Тарту, одетому во все черное. Он использует заклинание, чтобы создать снайперскую винтовку, заряжает ее и ждет, когда придет Асма, потому что его жена сказала Лу, что он любит выходить на балкон и смотреть на луну перед сном. Тарт стоит на страже, пока Лу ждет, когда мужчина выйдет, и, к счастью, Асма возвращается на балкон со стаканом вина в руке. Лу прицеливается и стреляет мужчине прямо в голову, убивая его одной пулей, а затем убирает оружие и говорит Тарту спрятаться. Но перед тем, как уйти, он замечает, что жена Азвы выбегает на балкон и обнимает его тело, плача, потому что они действительно любят друг друга. Это заставляет Лила понять, что на этот раз он не бездушный робот и может чувствовать боль, которую, возможно, испытывает его жена. Но он не сожалеет об этом убийстве и возвращается с Тартом, выполнив задание. Когда он вернулся в свой особняк, он увидел, что на полу лежит мужчина, жестоко избитый, а его отец и мать пытаются его вылечить. Лу потрясен, увидев это, и спрашивает своего отца, все ли в порядке, на что тот отвечает, что дела обстоят очень плохо, и они нашли работу. Лу понятия не имеет о том, что происходит, и просит своего отца объяснить, и он отвечает, что они получили запрос на убийство. И когда Ло спрашивает, кого они должны убить, его отец отвечает, что они должны убить саму Дию. Любимый спрашивает своего отца, кто отдал приказ об убийстве, и его отец отвечает, что отец Дии сам отдал приказ о ее убийстве. Это совершенно шокирует бедного Лу, который понятия не имеет, что сказать своему отцу, и смотрит на него так, словно это какая-то шутка. Его отец говорит ему, что он может отказаться от работы, если это необходимо, но Лу спрашивает своего отца, почему он вообще рассматривал эту работу. Его отец учил его, что они совершают убийство только для своего собственного королевства и никогда не вмешиваются в дела других королевств, потому что это может привести к ухудшению международных отношений, а также к убийству президента. Дочь самого могущественного лорда соседнего королевства вызовет много конфликтов между двумя мирными королевствами. Его отец объясняет ему, что королевство Диа захвачено вражеским королевством, и они уже захватили кучу вещей и расположились в городе, где живет Диа. По его словам, королевство Диа никогда не было военной силой и больше фокусировалось на магии и торговле, так что они были совершенно не готовы к этой битве. Вражеское королевство нанесло сильный и быстрый удар и сразу же подкралось к морским воротам, где они угрожали разграбить город и сожгли дотла все дома и деревни, прежде чем убить всех мужчин, женщин и детей. Повелитель вражеского королевства выдвинул единственное условие. Он сказал отцу Диа, что если тот не выдаст за него свою дочь, то он уничтожит все королевство. Отец Диа был в отчаянии, но, поговорив с Диа, согласился на это условие и собирался выдать свою дочь замуж за повелителя вражеского королевства. Но его собственные солдаты и жители города восстали против него, захватив его в собственном замке, потому что они не хотели, чтобы гордость их королевства, Диа, была выдана замуж как племенная кобыла. Армия начала контратаку, и все жители города сформировали добровольческую армию, чтобы любой ценой защитить Диа. Его отец сказал ему, что отец Диа знает, что единственный способ защитить Диа – инсценировать ее убийство и заставить ее сбежать с Лилом обратно в это королевство под чужим именем. Внезапно Лу все понял и сразу же сказал отцу, что согласен на эту работу и немедленно собирается покинуть королевство. Но перед тем, как он ушел, отец огорошил его новостью, что мать Лу – родная тетя Диа по крови, а Диа – двоюродная сестра Лу. Но для Лу это не имело значения, потому что ему нужно было только заманить ее в ловушку. Тогда все было честно. Он уже собирался уходить, когда к нему подбежала Тарт и сказала, что хочет пойти с ним. Но он сначала отказался, сказав, что у него не хватит маны, чтобы вовремя добраться до королевства Диа. Она немного расстроилась, но потом сказала, что если он побежит прямо в королевство Диа на полной скорости,
то даже он потратит большую часть своей маны еще до начала битвы. Она умоляет его позволить ей помочь, и когда он спрашивает, как именно, она отвечает, что проложит ему путь. В конце концов он соглашается, понимая, что она права, и они начинают бежать. Тарт создает щит и бежит впереди Лю, прячась за ней. Это очень эффективно, потому что большая часть энергии уходит на преодоление сопротивления ветра. Поскольку она принимает на себя весь ветер, Лю экономит огромное количество энергии и маны и может бежать без каких-либо препятствий. После почти целого дня бега он замечает, что Тарт уже на пределе, но она притворяется, что все в порядке. Лю просит ее остановиться, но она отказывается и продолжает бежать, говоря, что поможет ему, несмотря ни на что. Она еще какое-то время бежит, но в конце концов падает, когда ее щит разрушается. Лю тут же прыгает, ловит ее в воздухе и защищает от дальнейших повреждений. Она убеждается, что с ней все в порядке, и благодарит за помощь, прежде чем снова убежать. После нескольких часов бега он наконец добирается до окрестностей города и видит, что они полностью окружены вражескими войсками. Он считает, что у врага около 1500 человек, в то время как у Диа всего 200 солдат, и это серьезное преимущество. Он даже удивляется, что они еще не захватили замок, но теперь, когда он здесь, все будет хорошо. Он быстро успокаивается, осматривается, достает винтовку и начинает искать среди солдат магов. Как только он разобрался с магами, он начал расстреливать их одного за другим. К его удивлению, мужчины, похоже, знали, что такое пистолет, и начали кричать друг на друга, что в них стреляют, а потом попытались как-то защититься. Они даже начали стрелять из арбалетов в сторону Лу, но он уклонялся и менял позицию. Он понял, что все это время ДМ прикрывал своих солдат огнем, и поэтому они еще не проиграли, и поэтому враги знали, откуда по ним стреляют. Он использовал свою магию ветра, чтобы лучше слышать, и понял, что вся их армия в шоке и полном беспорядке, напугана этим новым магом. Он воспользовался этим, достал лук и стрелы, прикрепил к ним камни, которые создал, и влил в них свою ману, а потом начал стрелять по врагам. Произошли мощные взрывы, и вся вражеская армия разбежалась, пытаясь спастись, а войска Диа поняли, что это хорошая возможность для атаки, и открыли ворота, начав контратаку. Это дало Лаву шанс незаметно проникнуть в замок. Он пробежал через ворота, бесшумно прокрался в комнату, где держали Диа, и открыл замок, прежде чем войти. Диа и ее отец были потрясены, увидев Лу, но Диа тут же подбежала к нему и крепко обняла, радуясь, что ее принц пришел спасти ее. Лу приветствует своего отца и говорит ему, что он здесь по его приказу, чтобы забрать Диа. Отец понимает, что Лу влюблен в Диа, и благословляет их, говоря, что Лу должен увести ее в безопасное место. Лу спрашивает, каков его план, и отец отвечает, что он останется здесь и отвлечет внимание врагов, пока Лу и Диа будут убегать. Лу соглашается с планом и добавляет, что он подожжет комнату, и все будет выглядеть так, будто Диа покончила с собой, потому что она была в депрессии из-за того, что столько мужчин погибло ради нее. Диа говорит, что они придут искать ее тело, но Лу уже готов к этому. Он нашел на поле боя мертвого солдата и прислонил его к стене, а потом сказал Диа, что она должна открыть окно и закричать во все горло, что она больше не может сражаться и покончит с собой, чтобы это все прекратилось. Как только она это скажет, Лу подожжет комнату. План кажется надежным, и Лу говорит ей начинать. Она подходит к окну и открывает его, но как только собирается закричать, Лу чувствует странное покалывание. Ему становится не по себе. Он вспоминает, что такое же чувство было, когда его преследовал беспилотник, и он чуть не погиб в самолете, и понимает, что что-то не так. Он быстро выглядывает в окно и видит летящее в их сторону копье, которое по пути убивает всех солдат-союзников и с огромной силой врезается в их комнату. Он быстро хватает Диану и оттаскивает ее от окна, а затем бросает в копье камень, надеясь, что оно разобьется. Но копье слишком прочное и, пробив взрывную волну, с огромной силой влетает в комнату. Пыль рассеивается, и, к счастью, с Дианой и ее отцом все в порядке, но копье быстро летит обратно к своему владельцу. И Лул видит на поле битвы мускулистого парня, который с улыбкой на лице держит копье. Лу чувствует страх, потому что видит, что парень наполнен огромным количеством маны. Поэтому, не теряя ни секунды, он призывает гигантскую пушку и стреляет в парня на поле битвы. Происходит мощный взрыв, и все облегченно вздыхают, когда Лу спрашивает Диану, все ли с ней в порядке, но вдруг снова чувствует ману и видит, что парень все еще цел. Хотя на его теле есть небольшие раны. Парень использует свой навык берсерка, чтобы стать еще сильнее и злее, и кричит тому, кто в него стрелял, чтобы тот показался.
Отец Дианы говорит Лу, чтобы он бежал вместе с ней, а сам он разберется с этим парнем и попытается сбежать, если получится. Парень кричит с поля битвы, что его впервые в жизни ранили и представляется как сатана. Он говорит им, что впечатлен их выступлением и предлагает им сразиться. Лу против него, и если он победит, то убьет Дию и уничтожит все вокруг, а если победит Люк, то он отступит со своей армией и больше никогда не вторгнется в это королевство. Лу понимает, что этот парень герой, которого боялась богиня, и что он не сможет победить его в бою, и что он не продержится и 10 секунд. Он говорит Дио, что любит ее, и создает огромный вольфрамовый стержень, который запускает в небо на орбиту. Диа пытается остановить его, зная, что это самоубийство, но Люк говорит ей, что это их единственный шанс выжить в бою с этим чудовищем, и выходит на поле боя. Он подходит к сатане и просит его пообещать, что если Лу победит и убьет его, то его армия сдержит обещание и не будет нападать на это королевство. Сатана соглашается, не задавая вопросов, потому что верит в свою силу. Лу выигрывает время, подбрасывая монету в воздух и говоря, что поединок начнется, как только монета упадет. Но сатана не знает, что Лу уже начал сражаться с ним до того, как вышел на поле боя. Он запустил вольфрамовый стержень на орбиту как огромное ядерное оружие и усилил его магией. Он узнал об этом оружии в своей прошлой жизни на Земле, где американцы создали несколько таких устройств, которые можно сбросить из космоса и которые могут уничтожить целые королевства. Он ждет, когда вольфрамовый стержень упадет обратно на Землю и отвлечет сатану, чтобы тот не понял, что происходит. Как только начинается дуэль, стержень падает прямо на него, и происходит мощный взрыв, который уничтожил все вокруг. Отец Дианы защитил ее магическим щитом, а Лу попытался сделать то же самое, но его отбросило взрывной волной, и он потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел, что Диана плачет от радости, что он жив. Она говорит ему, что он победил в битве, и они возвращаются в родные края Лу, где его мама очень беспокоилась и была рада видеть их обоих. Они начинают жить вместе, и проходит много месяцев, когда его отец сообщает, что подписал документы об удочерении Дианы. И теперь она будет жить здесь как сестра Лу, но под другим именем. Все смеются над этой проблемой, но вдруг его отец говорит, что знаменитый герой прибыл в их королевство,